Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Приготовим потрясающий торт на любой праздник. Называется «Карамельная ночь». Очень вкусные, мягкие, сочные, ореховые бисквитные коржи и вкуснейший карамельный крем. А также в нем еще будут карамельные яблочки. Сочетание великолепное. Делается торт несложно. Готовим. Получится он точно у всех. Итак, в первую очередь я подсушу на сухой сковороде орехи грецкие. Аккуратно, так, чтобы они не подгорели и не было потом неприятного аромата. И перемалываю в блендере. Вот примерно до такой крошки. Мы любим, когда орешки попадаются. Если вы любите более мелкие, то измельчайте больше. В чашу миксера вбиваю яйца, добавляю щепотку соли и взбиваю в крепкую пену. Затем всыпаю сахар, ванильный сахар, либо щепотку ванилина, и взбиваю около 10 минут до пышной белой массы. В сите соединяю муку, крахмал, можно любой брать, и разрыхлитель. Все это перемешиваю, делю приблизительно на 3-4 части и постепенно просеиваю в основную массу. Замешиваю тесто уже венчиком. Миксер здесь не понадобится, нужно, чтобы перемешалось все аккуратно и масса не осела. Поэтому сухие ингредиенты обязательно вводим частями. Перемешиваем уверенно, но аккуратно, снизу вверх. Просеяли последнюю часть сухих ингредиентов, перемешиваем до однородности, и должно получиться пышное вот такое вот тесто. Высыпаю сюда орехи и перемешиваю силиконовой лопаткой. Тоже стараюсь сделать это быстро, снизу вверх, чтобы вся масса осталась пышной. Тесто готово. Выпекать буду в разъемной круглой форме. Дно и бока застилаю пергаментом. Духовка к этому времени должна быть уже обязательно разогрета на 180 градусов. Выливаю сюда все тесто. Встряхиваю, прокручиваю, чтобы оно равномерно улеглось. И выпекаю в разогретой духовке приблизительно 40 минут. Обязательно проверяю на готовность деревянной шпажкой. Она должна выходить абсолютно сухой. Оставляю остывать в форме минут на 15. Затем форму убираю, снимаю пергамент и выкладываю бисквит на решетку. И уже оставляю остывать полностью, чтобы он стал холодным. Когда бисквит остыл, я его упаковываю в полиэтиленовый пакет, плотно завязываю и отправляю в холодильник. В идеале на несколько часов, ну или хотя бы на час-два. Яблоки я очистила от кожуры, от семечек, и нарезаю небольшими кубиками. В сковородку кладу сливочное масло, сахар и мед. Растапливаю до жидкого состояния и выкладываю сюда яблоки. И буду тушить до мягкости и карамелизации. Немножко взбрызгиваю лимонным соком. И около 7 минут на небольшом огне тушу, затем выкладываю в емкость, чтобы они полностью остыли. Теперь приготовлю крем. В миске у меня вареное сгущенное молоко, в него я добавила пару ложек сметаны, хорошо растворила молоко, а затем уже по 1 столовой ложке добавляю всю остальную часть сметаны и взбиваю в однородную массу. Должен получиться вот такой вот крем. Корж у меня провел в холодильнике 2 часа. Я его достала и срезаю все неровности, они нам понадобятся для украшения торта. И теперь я бисквит разрезаю на 3 коржа. Сначала надрезаю ножом острым по всей окружности, а затем использую вот такую вот струну. Посмотрите внутри, какой пышный, пористый бисквит. И точно так же разрезаю оставшуюся часть на 2 коржа.
Торт буду собирать в кольце. Бока я устилаю отрезками обычного файла. У меня нет отстапной пленки. Крем нестабильный, поэтому он обязательно потечет, если не использовать кольцо. Примерно крем делю на 3 части и выкладываю на первый корж. Разравниваю силиконовой лопаткой, затем покрываю вторым коржом. Ну и, как обычно, собираем торт. Аккуратно кладу второй корж, слегка так его прижимаю. Снова часть крема. Распределяю равномерно. Выкладываю третий корж. Чтобы торт был ровный, для третьего коржа я оставляю дно бисквита. Слегка утрамбовываю и выкладываю оставшуюся часть крема. Распределяю равномерно. И теперь сверху выкладываю остывшие карамельные яблоки. Накрываю торт сверху пищевой пленкой и убираю в холодильник на несколько часов, можно на ночь. В миске я смешиваю небольшое количество сметаны и вареного сгущенного молока. Здесь уже я не использую миксер, а перемешиваю просто венчиком. Эта часть крема у меня будет для украшения. Тортик у меня провел ночь в холодильнике, я убираю форму, убираю пленку. И вот тем кремом, который у меня остался на боках тортика, я промазываю. Больше крема не использую. То, что я срезала с верхушки, я измельчила в крупную крошку и сверху посыпаю на карамельные яблочки. Тортик уже и так получается красивый, но я его еще украшаю при помощи крема, отсаживаю по краю, так, чтобы образовались художественные потеки. Торт готов, ему уже пропитываться не нужно. Можно сразу же подавать к столу, разрезать и пробовать. Очень нежные, очень мягкие, великолепные, просто пропитанные ореховые коржи. Торт совершенно не нуждается в дополнительной пропитке. Он с очень необычным, богатым вкусом, друзья. Я вам рекомендую настоятельно его попробовать и уверена, что он обязательно вам понравится. Ну а вам, если нравятся мои рецепты, то не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь с друзьями, буду очень благодарна. Всем желаю мира и добра. Пока!